Эрол — мальчик, который живет в фантастическом мире, где у каждого есть благословение в виде класса, данного им богиней. Этот класс определяет, кем они станут, когда вырастут, и это становится известно им, когда им исполняется 10 лет. Сегодня у Эрола важный день, потому что ему только что исполнилось 10 лет, и ему предстоит получить новый класс. Его родители и сестра в восторге от этой перспективы и фантазируют, какой классный класс получит Эрол. Но сам он, похоже, не заинтересован во всей этой системе. После завтрака они все быстро идут в церковь, где священник стоит у алтаря и прикасается к мальчикам, что, наверное, происходит во всех мирах. Он начинает рассказывать каждому ребенку, какой у него будет класс. Кто-то станет кузнецом, а кто-то поваром. Сестра Эрола говорит ему, что классы также зависят от классов родителей, так что, вероятно, он получит что-то действительно классное. Когда подходит очередь Эрола, он подходит к священнику. Пока все взволнованно перешептываются о том, какой легендарный класс получит этот мальчик, ведь его мать — святая меча, а отец — архимаг. Священник сам рад возможности прикоснуться к другому мальчику, но когда он касается лба Эрола, это его смущает, потому что ничего не происходит. Наконец он с жалостью смотрит на Эрола и говорит ему, что он родился без класса. Проходит пара дней, и родители Эрола пытаются поднять ему настроение, говоря, что ему не нужно беспокоиться о работе, и он всегда может жить в их подвале. Но Эрол не особо переживает за себя. Он говорит своей семье, что не в депрессии, утверждая, что с детства занимается фехтованием. Он оттачивал свои навыки день за днем, и, конечно, ему было бы намного легче продвигаться, если бы у него был класс мечника. Но даже без него он может пробиться в мир благодаря упорным тренировкам со своей сильной мамой. Его семья рада этому, а он уходит, чтобы побыть один, когда слышит шум с тренировочной площадки. Там он замечает двух парней, которые сражаются друг с другом. И хотя их базовые навыки кажутся слабыми, одного благословения классом мечника достаточно, чтобы сделать их способными бойцами. Они замечают, что Эрол наблюдает за ними, и спрашивают, почему он здесь стоит. Эрол отвечает, что пришел сюда тренироваться, и они смеются. Они утверждают, что бесклассовый парень никогда не сможет сразиться с настоящим мечником, и демонстрируют свои способности, рубя друг друга мечами. Но Эрола это не впечатляет, и он спрашивает, не хотят ли они сразиться с ним. Парни думают, что Эрол шутит, но соглашаются на поединок. Но прежде чем поединок начался, парень спрашивает Эрола, есть ли у него хотя бы божественная защита. В отличие от классов, каждый рождается с божественной защитой, которая похожа на барьер, защищающий от вреда, но она может закончиться или быть разрушена кем-то, кто намного сильнее. Эрол кивает, что у него есть защита, а это значит, что парень теперь может сражаться с ним в полную силу, не боясь убить его. Но Эрол говорит ему, что ему не нужна божественная защита, чтобы победить таких сопляков, как он, и это злит парня, который бросается на Эрола и сильно замахивается мечом. Эролу легко удается отразить атаку, что шокирует парня, который начинает яростно размахивать мечами, но Эрол умудряется блокировать и отражать каждую атаку. Парень начинает отчаиваться, и его друг бросается сзади, чтобы сбить Эрола с ног, но тот слишком быстро и вовремя отпрыгивает. Он понимает, что по сравнению с его мамой эти парни ничто перед ним, так что 2 на 1 – лучший вариант. С этими словами он бросается к ним и бьет одного из парней рукоятью меча в подбородок, а другой теряет равновесие, споткнувшись о своего друга, и падает. Они оба начинают плакать от несправедливости, как проигравшие, когда вдруг на ринг выходит рыжеволосый парень и говорит им обоим заткнуться, как будто это поле боя, и они бы уже были мертвы. Эрол не узнает его. Но рыжеволосый парень, похоже, знает его, подходит прямо к нему и вызывает на дуэль. Он утверждает, что Эролу удалось победить этих двух болванов только потому, что у него есть врожденные способности от его матери Святой Меча, но поскольку он бесклассовый неудачник, он никогда не сможет противостоять кому-то с классом и базовыми навыками. Рыжеволосый парень наконец говорит им, что он сын капитана Эванса, командира деревенской стражи. Эрол вдруг вспоминает капитана, когда тот приходил к его матери за помощью. Но парень совсем не похож на того сурового мужчину, которого он видел. Парень жалуется, что мать Эрола всегда считалась сильнейшей, хотя его отец тоже опытный фехтовальщик, и чтобы показать, чья семья лучше, он собирается победить Эрола в бою. Они оба занимают свои позиции, и наконец начинается поединок. Рыжеволосый парень сразу же атакует, пытаясь нанести победный удар как можно скорее, но Эрол тренировался с мамой всю жизнь, и у него очень крепкая защита. Их скорость впечатляет, они носятся по тренировочной площадке, атакуя друг друга, и 2 сопляков остаются лежать на земле.
Эрл понимает, что, хотя рыжеволосый парень намного сильнее двух других идиотов, он использует свой гнев в бою, что делает его неуклюжим. Эрл пытается найти брешь, прежде чем броситься в атаку, но рыжеволосый парень готов к этому и использует свои особые воздушные удары. Эрлу удается отразить один, но другой попадает ему в грудь, сбивая с ног. Эрл удивленно спрашивает, что это был за трюк. Но рыжеволосый парень утверждает, что это навык, которому бесклассовый неудачник вроде него никогда не научится. Прошло несколько дней после этого поражения, но в Эроле загорелся новый огонь. Он идет в лес с мечом и начинает тренироваться на манекене, и после бесчисленных попыток ему наконец удается повторить двойной удар, который победил его в прошлый раз. Но прежде чем он успевает порадоваться, из кустов выскакивает гоблин и нападает на него. Но это не соперник для Эрола, который разворачивается и наносит двойной удар, который тут же сбивает гоблина с ног. Он в восторге от своей новой техники, когда вдруг из глубины леса раздается громкий рев, который пробирает Эрола до костей. Он тут же решает бежать обратно в деревню и предупредить стражу, но слышит крик мальчика, который останавливает его. Он понимает, что мальчик может быть в беде, и пока стража доберется, будет уже поздно, поэтому он решает сам пойти в лес. Он тихо идет вперед и, наконец, замечает раненого мальчика, который оказывается тем самым рыжеволосым парнем, который победил его на тренировке. Мальчик выглядит сильно избитым, у него кровь по всему телу. Он держит меч перед своим врагом, который оказывается огромным хабгоблином. Даже Эрл никогда не видел хабгоблинов вживую, потому что они никогда не приближались к деревне. Он думает, стоит ли бежать за помощью, потому что не знает, хватит ли у него сил победить монстра, но понимает, что рыжеволосый парень точно умрет, если он уйдет. Эрал наконец решается и подкрадывается к хабгоблину сзади, и как раз перед тем, как монстр успевает прикончить рыжеволосого парня, Эрл наносит сильный двойной удар, который пронзает гоблина и тут же убивает его. Мальчик в шоке от того, что хабгоблин лежит мертвый на земле, но еще больше он шокирован тем, что Эрл смог использовать атаку, которой научился только после многих лет тренировок и повышения класса. Эрл дает мальчику немного святой воды для восстановления, и сразу после этого мальчик спрашивает Эрола, как ему это удалось. И Эрл отвечает, что его атака не связана с классом, потому что любой, у кого достаточно навыков, скорости и силы, может ее повторить. Он объясняет, что после поражения от двойного удара Эрл внимательно изучил его и тренировался снова и снова, чтобы понять основы. И теперь он может модифицировать атаку по своему усмотрению. Мальчик все еще не верит и вызывает Эрола на бой, который тот с радостью принимает. Они оба встают друг перед другом и одновременно используют свои способности. К удивлению мальчика, Эрл не только успешно блокирует его удар, но и добавляет третий удар, который сбивает мальчика с ног. Сын капитана в ярости, но Эрл объясняет, что он не ограничен никакими навыками, у которых есть ограничения, поэтому его единственное ограничение — это его сила и мастерство, а значит, он может добавить столько ударов, сколько захочет, если будет достаточно хорош. Мальчик встает на ноги и вступает в еще один быстрый бой, но на этот раз его снова сбивает с ног третий удар, сильнее, чем раньше. Он снова падает на землю, а Эрл объявляет победу и уходит. С тех пор прошло целых 5 лет, и наш герой решает отправиться в путешествие в Брешию королевство, известное своим мастерством фехтования. И его мать, и капитан Эванс учились в Брешии, и Эрол хочет стать лучшим из лучших, как они. По пути его сопровождают двое незнакомцев, двое из которых фехтовальщики высокого уровня. У парня класс варвара, а у женщины класс владения двумя мечами. Они оба тоже хотят отточить свои навыки в Брешии, но не могут поладить и постоянно ссорятся. Водитель говорит им успокоиться, потому что они едут в одно и то же место, но мужчина слишком женоненавистник и хочет отправить женщину обратно на кухню. Но прежде чем они успевают поспорить, водитель кричит им, чтобы они приготовили мечи, потому что у них проблемы. Эрл спокойно поднимает голову и видит орду орков во главе с их огромным предводителем, преграждающую им путь и не собирающуюся отпускать их живыми. Двое детей в повозке пугаются и просят варвара спасти их. Но варвар, как и следует из ее имени, оказывается полным придурком и трусом, который заявляет, что не готов рисковать своей жизнью ради кого-то другого, и выпрыгивает из повозки, а потом убегает. Женщина следует за ним, говоря, что в этом мире каждый сам за себя. Водитель повозки беспокоится, сможет ли он обогнать орду с повозкой и пассажирами, но прежде чем он успевает что-то сделать, Эрл без единого слова спрыгивает с повозки и направляется к монстрам. Водитель говорит ему отступить и бежать, но Эрл просто игнорирует его и бросается к первому орку.
вонзая меч ему в сердце. Водитель поражен его невероятной скоростью и точностью, а Эрол просто использует мгновенную телепортацию и продолжает исчезать и появляться перед орками, убивая их одного за другим. К сожалению, его окружают орки со всех сторон, и он больше не может использовать свой навык телепортации. Но, к удивлению водителя, Эрол использует легендарный трюк, известный как танец с клинками, когда он крутится как сумасшедший, убивая всех сразу. Водитель повозки не понимает, как Эрол может использовать этот навык, потому что его используют только фехтовальщики с классом принцессы меча, а они всегда женщины. Но Эрол не связан гендерными нормами, потому что хочет быть частью сообщества LG-EHTF, поэтому он бежит к предводителю орков, ловко уклоняясь от его атаки, а затем прыгает на него сверху и вонзает меч глубоко в череп орка, мгновенно убивая его. Наконец он возвращается к потрясенному водителю и говорит ему продолжать путь в Брешию. Один из детей спрашивает, к какому классу он принадлежит. Он просто отвечает, что у него нет класса, что всех шокирует. Он вспоминает, как 5 лет назад, когда он показал матери новый навык владения 2 мечами, она подумала, что ей это показалось. Но когда Эрол сказал ей, что он тренируется, чтобы повторить любой навык, который увидит, она была вне себя от радости и пообещала научить его всем навыкам, которые использует класс принцессы меча. В настоящем его будет водитель, который говорит ему, что они добрались до Брешии, страны мечей. Эрол спрыгивает с повозки и видит, что центр города заполнен людьми с мечами на поясе. Эрол поворачивается к водителю и спрашивает, является ли он фехтовальщиком высокого уровня. Сначала водитель говорит, что он просто водитель повозки, но Эрол знает, что только хорошие фехтовальщики могут распознать его движения на месте. Водитель повозки признается, что он из класса Святого Рыцаря, что довольно хороший класс, но ему надоело столько сражаться. Поэтому он предпочитает иногда расслабляться и притворяться обычным водителем. Святой Рыцарь понимает, что Эрал, вероятно, впервые в городе, и говорит ему, что сначала ему нужно найти гильдию. Без гильдии он не сможет участвовать в турнирах, а в этом городе сражения и победы в турнирах – главный способ для фехтовальщиков доказать свою ценность и заработать деньги. Эрол отвечает, что ему не нужны деньги, но он хочет сразиться с сильнейшим фехтовальщиком в этом городе. Водитель говорит ему остерегаться токсичных корпоративных гильдий, потому что они могут высосать из тебя душу, и не в хорошем смысле. С этими словами водитель разворачивается и уходит, а Эрол идет в город, разглядывая людей, которые объявляют о своих гильдиях. Нанимают людей и фехтовальщиков, которые выстраиваются в очередь, чтобы попытать счастье в лучших гильдиях. По пути он сталкивается с блондинкой, которая тут же цепляется за него, как пиявка, и говорит, что она член известной гильдии, и хочет, чтобы он присоединился к ним. Эрол сразу же насторожился, потому что она, похоже, очень нуждается в членах, и он отказывается. Но блондинка не оставляет его в покое и продолжает уговаривать присоединиться к их гильдии снова и снова. Но Эрол не дурак и продолжает отказываться. Он спрашивает ее, какая здесь самая сильная гильдия. И неохотно отвечает, что гильдия теневых клинков сейчас одна из сильнейших, потому что в ней 8 фехтовальщиков класса А. Он спрашивает у нее дорогу и сразу же направляется к гильдии. По пути его останавливает охранник, который направляет его к стойке регистрации для прохождения теста. В приемной он видит огромную очередь начинающих фехтовальщиков, желающих попытать счастье и попасть в знаменитую гильдию. Что тоже волнует Эрола, который задается вопросом, с какими удивительными людьми ему придется сражаться. Но когда приходит его очередь регистрироваться, администратор смеется над ним, называя его бездарным неудачником, и говорит, что только люди с высоким классом фехтовальщика могут участвовать в испытаниях гильдии. Эрол утверждает, что уверен, что сможет пройти их испытания, но администратор отказывается его регистрировать. Расстроенный этим, он решает уйти, когда замечает, что в зал входят 3 высокопоставленных фехтовальщиков, с которыми сразу же обращаются как со знаменитостями. Но ему все равно, и он сразу же направляется к другим гильдиям, но все они отказывают ему из-за отсутствия класса. Уставший, он возвращается в город, достает письмо, которое дала ему мать, и говорит, что ему нужно найти ее старую гильдию, потому что они наверняка помогут ей что-нибудь найти. Он задается вопросом, знала ли его мама, что у него будут такие проблемы, но все равно благодарен ей. Но прежде чем он успевает прочитать письмо, блондинка снова цепляется за него и говорит, что они все еще готовы принять его, но Эрол снова отказывается. Она буквально умоляет его присоединиться к гильдии, говорит, что это благотворительность, и показывает на красивый дом гильдии, утверждая, что это ее гильдия. Это немного удивляет Эрола, но блондинка отвечает, что их гильдия, известная как Клык Дракона, долгое время была лучшей в стране, но в последнее время все пошло наперекосяк. И сейчас они самые слабые, но она хочет вернуть им былую славу.
Название «Клык дракона» внезапно всплывает в памяти Эрола, когда он вспоминает, что его мама однажды рассказывала ему о лидере своей гильдии, который был фехтовальщиком-левшой и назвал гильдию «Клык дракона» в честь своего особого приема. Он быстро достает письмо, чтобы найти название, и это действительно та гильдия, о которой говорила его мама. Он решает пойти с ней, и она очень этому рада. Но как только они входят в комнату, он видит на диване старого пьяного мужчину с одной рукой. Мужчина говорит Эролу, чтобы он шел куда-нибудь еще, потому что эта гильдия обречена и уходит, а блондинка говорит ему, что это ее отец, который когда-то был вторым лучшим фехтовальщиком в городе, но с тех пор, как потерял руку, он уже не тот. Эрол удивляет ее, говоря, что хочет вступить в гильдию. Это очень радует блондинку, и она быстро составляет соглашение, которое Эрол заполняет и возвращает ей. Она читает его и спрашивает, почему он оставил графу с классом пустой. Тогда Эрол отвечает, что у него нет класса. Барали злится и достает меч. Она говорит, что думала, что он может быть фехтовальщиком высокого класса, раз так упорно добивался своего. Но прежде чем она успевает что-то сказать, дверь открывается, и в комнату входит рыжеволосая красавица по имени Рэй. Блондинка сразу же подбегает к ней и кричит, что этот бездарный идиот обманом заставил ее вступить в гильдию. Это сразу привлекает внимание Рэй, и она смотрит на Эрола, говоря, что никогда не думала, что увидит его здесь. Эрал в замешательстве спрашивает, откуда она его знает, и Рэй удивляется, говоря, что они из одной деревни и вместе тренировались. Но это все равно ничего не объясняет. Но наконец он понимает, что рыжеволосый мальчик, с которым он столько раз дрался, на самом деле был не мальчиком, а девочкой. Блондинка тоже знает эту историю и спрашивает Рэй, не тот ли это бездарный парень, который победил ее, когда она была маленькой, потому что она всегда думала, что это миф. Но Рэй все еще переживает из-за того поражения и сразу же вызывает Эрола на поединок. Начинается бой, и Рэй сразу же использует двойную атаку, которую Эрол думает, что сможет отразить. Но к его удивлению, удары Рэй пробивают его собственные и попадают ему прямо в грудь. Это сбивает его с толку, но Рэй говорит, что у нее класс фехтовальщика, поэтому она может использовать меч, который в 5 раз тяжелее обычного. А значит, каждый ее удар в 5 раз мощнее. Эрол впечатлен тем, что она сохранила скорость даже после того, как взяла более тяжелый меч. Но эта скорость ничто по сравнению с его собственной. В следующий раз, когда она атакует, он создает свою копию, которая отвлекает Рэй, а сам появляется у нее за спиной и бьет ее в спину. Рэй в замешательстве и пытается снова, но результат тот же. Она не может поверить, что Эрол использует технику, которую используют только фехтовальщики самого высокого уровня. А Эрол понимает, что она слишком вынослива, чтобы победить ее обычными атаками. Рэй тоже это понимает и пытается закончить бой своими мощными ударами, но Эрол использует фирменный прием своей матери, который ставит Рэй на колени, и бой заканчивается. После этого поведение блондинки полностью меняется, и она снова приветствует его в их гильдии и говорит, что их гильдия сейчас в долгах. Чтобы расплатиться, им придется участвовать в турнирах и сражаться втроем против других гильдий, у которых в команде будет по 5 человек. Но Эрол в восторге от перспективы сражаться с сильными противниками и с нетерпением ждет возможности еще больше отточить свои навыки. На следующее утро Эрол просыпается в своей комнате в новой кровати, которая теперь принадлежит ему. Ему требуется некоторое время, чтобы вспомнить, что произошло с тех пор, как он сюда приехал. Теперь он принадлежит к той же легендарной гильдии, в которой работала его мама, и это очень важно для него, поэтому он решает не подвести ее и сделать эту гильдию снова великой. Он умывается и идет в гостиную, где блондинка и Рэй уже проснулись и болтают у камина о предстоящих турнирах. Блондинка сразу же вовлекает Эрола в разговор, говоря, что турнир начнется на следующей неделе. И поскольку теперь у них 3 члена вместо 2, они тоже могут участвовать в турнире. Она говорит Эролу, что это будет очень сложно, потому что это будет турнир на выбывание с поединками 1 на 1. Но в каждой гильдии, скорее всего, будет по 5 человек, что поставит их в невыгодное положение. Поэтому им придется победить больше одного противника, если они хотят пройти хотя бы первый раунд. Но блондинка настроена оптимистично, говоря, что все должно быть в порядке, потому что в их гильдии уже есть 2 фехтовальщика ранга B. Так что если они не будут сражаться с фехтовальщиками ранга B, они будут равны в поединках. Эрол немного не понимает, что это значит, и спрашивает, что это за ранги. Блондинка объясняет, что всего есть 5 рангов от A до D, где A самый высокий ранг, и из 20 фехтовальщиков в Брешии только 20 считаются рангом A. А ранг D — это ранг новичка, который только умеет держать меч. Она с гордостью говорит, что и она, и Рэй сами фехтовальщики ранга B, и поскольку Эролу удалось победить Рэй в прямом бою, это значит, что он тоже фехтовальщик ранга B, как и они. Учитывая, что у них 3 фехтовальщика ранга B, у них должны быть хорошие шансы пройти хотя бы первые раунды.
С этими словами блондинка уходит на кухню, оставляя Эрола наедине со своими мыслями. Но когда Рэй уходит, он хватает ее и спрашивает о ее способностях как фехтовальщика. Она все еще злится из-за вчерашнего поражения, но отвечает, что одна из ее способностей — укреплять внешний щит маны, чтобы защититься от большинства слабых атак. Эрл некоторое время размышляет, как бы ему научиться такой ценной технике, и вдруг ему приходит в голову идея. Он просит Рэй ударить его мечом, все еще в ножнах. Рэй говорит, что ей это не интересно, но Эрл хватает ее за руку и умоляет сделать это. Но Рэй, кажется, неправильно его поняла. Она думает, что Эрл извращенец. Но она не против и говорит, что, может быть, им стоит начать с чего-то более обычного. Эрл не уважает стоящую перед ним злодейку. Понимая, что они оба думают о разном, он объясняет, что хочет, чтобы она ударила его, чтобы он научился использовать навык укрепления щита маны, который будет наиболее эффективен в бою с несколькими противниками, так как в таких ситуациях вероятность получить удар выше. Она в шоке и спрашивает, не сошел ли он с ума, ведь навыки даются только по божественной милости богини, и их нельзя выучить. Но Эрл, теперь атеист, и говорит ей заткнуться, потому что он уже выучил такие навыки, как двойной удар мечом и мгновенная телепортация. Рэй замолкает и решает попробовать. Они идут на тренировочную площадку, где она дает ему свой меч, предупреждая, что он в 5 раз тяжелее обычного. И без навыка грубой силы Эрл никогда не сможет им размахивать. Но Эрл снова затыкает феминистку, выхватывает меч и размахивает им с удивительной грацией и легкостью. Рэй снова теряет дар речи и спрашивает, как, черт возьми, он может делать все это, будучи бесклассовым и без каких-либо навыков. Эрл отвечает, что всему, чему он научился благодаря усердию и ежедневной практике. Он клянется превзойти их талант упорным трудом и старанием. Это меняет мнение Рэй, и она извиняется за свои слова, забирает меч и соглашается на тренировку, но предупреждает, что не будет сдерживаться. Эрл соглашается и пытается флиртовать, но момент упущен, и злодейка бьет его по лицу мечом в ножнах. Через некоторое время блондинка прибегает на тренировочную площадку, запыхавшаяся и взволнованная, и говорит Эролу и Рэй, что узнала, с какой гильдией они будут сражаться. И это не очень хорошие новости. Она говорит, что они будут сражаться с членами топовой гильдии «Черный клинок», в которой более 8 фехтовальщиков ранга A, во главе с их лидером Джио, который известен своей жестокостью, но блондинка тоже не собирается отступать и с пылкой речью говорит, что они сделают все возможное, чтобы победить своих соперников. Затем она смотрит на Эрола, который лежит на земле после того, как Рэй избила его во время тренировки. Блондинка спрашивает, не умер ли Эрол, но Рэй отвечает, что они просто тренируются. Но блондинка думает, что Рэй просто вымещает на новичке свой стресс. Эрол, наконец, встает и говорит, что проголодался после того, как его так сильно избили, и хочет поесть. Неделя пролетает незаметно, и, наконец, наступает день соревнований. Люди со всей страны собираются в Колизее, обсуждая матч. Пока Эрол поражается огромному размеру арены, блондинка слышит, как люди говорят, что клыки дракона потерпели крах, и это выводит ее из себя. Но Рэй удается ее остановить. Эрол понимает, что здесь тоже делают ставки, и блондинка говорит ему, что сейчас шансы на их победу составляют 20-1. Эрол говорит, что это впечатляет, но блондинка кричит на него, чтобы он заткнулся. Потому что это значит, что никто во всем городе не верит, что они смогут победить гильдию «Черный клинок». Но это может быть и к лучшему, потому что если они выиграют, то смогут заработать кучу денег за один матч. Рэй пытается ее успокоить, но она слишком взвинчена и с горящими глазами говорит, что они должны выиграть этот матч, несмотря ни на что, потому что если они проиграют, гильдии больше не будет. И чтобы они стали супербогатыми после матча, она берет в залог дом гильдии, и если они выиграют, их жизнь изменится навсегда. И никто больше не будет говорить о них как о паршивой гильдии, которая когда-то была хорошей. Рэй спрашивает, а что если они проиграют? И блондинка отвечает, что это не имеет значения, потому что если они проиграют, то все равно потеряют все. Внезапно ее окликает парень, который оказывается неким иным как Джио, лидером гильдии «Черный клинок», который начинает унижать блондинку и объясняет, что это он сделал так, чтобы первый матч был между их гильдиями. Для них это будет легкий бой, который они обязательно выиграют, и заодно они смогут полностью уничтожить остатки гильдии, которая когда-то была лучшей. Он говорит ей не волноваться, потому что если она выиграет, это будет означать, что у нее лучшая гильдия. Но это произойдет только в том случае, если она победит их фехтовальщика ранга A. Но с бесклассовым неудачником в их команде это маловероятно. С этими словами он смеется над своей изобретательностью и желает им удачи, прежде чем уйти.
Вскоре они выходят на арену, где Эрл понимает, что сам Джо, похоже, не будет сражаться, и задается вопросом, увеличивает ли это их шансы на победу. Но Рэй говорит ему, что вся их команда состоит из фехтовальщиков ранга A, так что это не имеет значения. К тому же их нынешний состав кажется более агрессивным, чем обычно. Наконец наступает время битвы, и ведущий представляет участников. Со стороны черного клинка выходит зеленоволосый парень с классом фехтовальщика, который высокомерно заявляет, что победит всю команду соперников. Комментатор удивляется, когда видит, что со стороны клыков дракона будет сражаться Эрол, бесклассовый фехтовальщик. Парень-фехтовальщик, похоже, не заинтересован, потому что неважно, как быстро он победит бесклассового идиота, но все равно решает это сделать, потому что тогда он сможет сразиться с девушками. Матч начинается, и через несколько секунд парень-фехтовальщик бросается вперед и пронзает Эрола в грудь, удивляя всех своей скоростью. Но пока блондинка беспокоится об Эроле, Рэй говорит ей внимательно посмотреть, потому что оказывается, что это была просто тень Эрола. Фехтовальщик, похоже, удивлен, но это его не смущает. Он разворачивается и снова бросается вперед, но снова видит лишь тень. Он понимает, что это не закончится так быстро, как он надеялся, потому что его окружают тени Эрола. Но для него это не имеет значения, потому что он планирует использовать свою скорость, чтобы пронзить их всех. Все тени атакуют одновременно, и фехтовальщик пронзает их всех, но его самого пронзает настоящая стрела, которая создала 3 тени, что должно быть очень сложно. Фехтовальщик падает на землю, и матч заканчивается. Эрл говорит, что его мать тренировалась с ним, используя 5 теней одновременно, и это было легко для нее. Комментатор в шоке, а публика разражается аплодисментами в честь бесклассового кандидата. Он понимает, что, хотя он использовал ту же технику, что и парень-фехтовальщик, его техника была не такой отточенной, а значит, ему придется еще больше над ней поработать. В следующем матче Эрл сражается с двуручным фехтовальщиком, который атакует его непрерывным потоком ударов мечом. Но Эролу удается блокировать их все, а затем использовать двойную атаку, чтобы победить противника. После победы над 2 противниками Эрол сталкивается с обладателем кинжала с обратным хватом, который осторожен в своих движениях и использует множество приемов боевых искусств вместе со своим клинком. Но это бесполезно, потому что Эрл слишком быстр для него и сбивает его с толку тенями, прежде чем нанести удар сзади. Рэй и блондинка шокированы тем, что этот человек победил 3 фехтовальщиков ранга A, не вспотев, за рекордное время. Это вселяет в блондинку надежду на победу в матче. Следующий матч оказывается немного сложнее, потому что Эрл сражается с фехтовальщиком со щитом, который известен своей силой, и поскольку Эрл не может нанести критический удар, ему приходится танцевать вокруг и постепенно ослаблять его защиту. Его противник кричит, что он не может быть бесклассовым человеком, но Эрл отвечает, что все, чего он добился, это результат упорного труда и ничего больше. Грубиян говорит ему, что упорный труд не поможет, когда дело касается таланта. Он бросается вперед, используя свой навык удара щитом. Но Эрлу удается использовать одну из фирменных техник своей матери — предвидение. Он предугадывает движение противника и сбивает его щит. Затем он использует технику, которую узнал от своего последнего противника, мастера боевых искусств, и бьет Грубияна в живот. Затем он поднимает щит и идет вперед. Грубиян приходит в ярость и пытается атаковать. Но Эрл парирует удар, бросается вперед и использует тот же удар щитом, чтобы победить противника. Люди начинают возмущаться и называть его лжецом, который не раскрывает свой класс. Организаторы показывают его идентификатор класса на магическом кристалле и объявляют в прямом эфире, что он действительно бесклассовый человек. После этого объявляют следующего противника, который, похоже, отличается от остальных. Этого фехтовальщика зовут Масамуне, он из самурайского рода с Востока и владеет изогнутым мечом, называемым катаной. Прежде чем Масамуне достает свой меч, Эрл чувствует опасность и готовится. Зная, что этот бой будет не таким легким, как предыдущие, он понимает, что Масамуне планирует использовать свой высший навык и, как змея, ждет момента для удара. Но Эролу любопытно, поэтому он идет вперед, подвергая себя опасности. Как только он оказывается в зоне досягаемости фехтовальщика, Масамуне направляет свой меч на Эрла, но Эрл оказывается быстрее и исчезает за его спиной. Масамуне в шоке, но Эрл говорит ему, что он действительно самый быстрый человек, которого он видел в городе, но, к сожалению, для него его собственная мать была намного быстрее, поэтому он привык к этому. Затем он использует высший навык принцессы меча, нанося противнику несколько ударов и побеждая его. Все в шоке замолкают, потому что самый слабый член самой слабой гильдии только что победил сильнейших членов самых сильных гильдий. Эрл идет к Рэю и блондинке, довольный тем, что они заработали достаточно денег, чтобы поддерживать гильдию. Вечером, когда они вернулись в гильдию, они сразу же начали праздновать, распивая напитки. Эрл все еще был в шоке от того, что блондинка уже достаточно взрослая, чтобы пить, но она заявила, что она взрослая женщина. Даже если она выглядит немного младше, она все равно не может поверить, что Эрл в одиночку победил 5 фехтовальщиков из лучшей гильдии страны.
Она решает, что должна попытаться завоевать его расположение, потому что он — ее шанс выбраться из нищеты и безвестности. Она пытается предложить ему руку и сердце, утверждая, что сможет исполнить все его желания. Но Эрл — настоящий Сигма, и сразу же отвергает ее, заявляя, что предпочел бы кого-то вроде Рэя. Это сразу же заставляет Рэя покраснеть, и она встает со своего места, крича на Эрола, чтобы он перестал говорить такие вещи. Просто потому, что он хочет отвергнуть блондинку, но Эрл серьезно обдумывает это. Он спрашивает, почему она думает, что он смеется над ней, и она отвечает, что когда они были детьми, он называл ее мужчиной во время боя на мечах. Она утверждает, что все, кто ее встречал, говорили, что у нее нет женских прелестей, но Эрл видит перед собой две большие женские прелести и не согласен с этим. Блондинка понимает, что Рэй совершенно не понимает, в чем ее главная сила, и как именно она может ее использовать, поэтому ей не нужно беспокоиться о ней. Затем она начинает гладить ноги Эрола, утверждая, что он, должно быть, устал после всех боев в течение дня, и предлагает ему встретиться с ней в спальне. Рэй сразу же смущается и просит блондинку перестать говорить странные вещи, но блондинка хитро улыбается и говорит, что просто хочет сделать ему заслуженный массаж после утомительного дня. К ее удивлению, Эрл отвечает, что предпочел бы массаж от Рэя. Его представление о массаже — это когда Рэй избивает его до полусмерти на тренировочной площадке, пока он пытается освоить магию усиления, которую Рэй использует так легко благодаря своему классу и навыкам. Лоли наблюдает с балкона, задаваясь вопросом, знает ли Эрл, что такое массаж на самом деле. Из-за постоянного шума просыпается отец Лоли, который спускается на тренировочную площадку с похмелья и жалуется на шум, утверждая, что им не нужно выплескивать разочарование из-за проигрыша в турнире еще до его начала посреди ночи. Но Лоли говорит ему, что они на самом деле выиграли свой матч против лучшей гильдии на данный момент. Это привлекает его внимание. Но он думает, что черный клинок, должно быть, отправил новичков ранга B или C в качестве пушечного мяса, но блондинка удивляет его еще больше, говоря, что все их противники были на уровне слезы, и не только это. Но Эрл победил их всех в одиночку, без чьей-либо помощи. Это выводит ее отца из похмелья. Он смотрит на Эрола, избитого и в синяках, и задается вопросом, действительно ли этот парень так силен. Блондинка утверждает, что сделала кучу ставок. И поскольку Эрл разгромил вражескую команду, она сорвала джекпот. И теперь они не только расплатились с долгами, но и заработали достаточно денег, чтобы покрыть свои операционные расходы. Но ее отец не так оптимистичен и утверждает, что если этот парень действительно так силен, то его скоро переманят более крупные, влиятельные и богатые гильдии. Так что ей не стоит надеяться на лучшее. Блондинка говорит ему не беспокоиться об этом, потому что она скоро выйдет замуж за Эрола, а это значит, что они будут связаны на всю жизнь. Эрл заявляет, что не собирается ничего подобного делать, но вскоре переключает свое внимание на ее отца, утверждая, что Лоли может и тупиться, но, по крайней мере, она не неудачница, которая все бросает. Это был явный намек на отца Лоли, который смотрит на него с угрозой. Но Эрл не понимает намека и продолжает говорить, что ему пора перестать хандрить и начать вести себя как взрослый, ведь у него еще есть одна рука, и он может держать в ней меч. Это выводит ее отца из себя, и он тут же хватает Эрола за воротник, говоря ему, чтобы он не говорил о том, в чем не разбирается. Он говорит Эролу, что фехтовальщик с двумя мечами, который не может ими владеть, это пустая трата кислорода. Эрл утверждает, что не согласен, потому что сам он бесклассовый фехтовальщик, который все еще соревнуется и пытается подняться в этом мире. С этими словами ее отец отталкивает его и уходит наверх. Блондинка и Рэй тут же подходят к Эролу, спрашивая, все ли с ним в порядке, и блондинка извиняется за поведение своего отца, благодаря Эрола за то, что он вступился за нее. Эрл утверждает, что даже после того, как он потерял руку и так долго был неудел, ее отец все еще невероятно силен, и это пустая трата времени, что он отказывается использовать свою невероятную силу и опыт. Он думает обо всех крутых навыках, которым мог бы научиться у фехтовальщика с двумя мечами, и обещает себе, что заставит отца Лоли снова взяться за меч. Лоли слышит о его желании освоить новые навыки и предлагает ему пройти несколько подземелий недалеко от города. Эрл совершенно не знает о подземельях. Рэй говорит ему, что подземелья — это подземные пещеры, где монстры появляются сотнями, и все это место полно ловушек, что делает его одним из лучших мест для изучения новых навыков и повышения уровня с помощью реального боевого опыта, который поможет им во время Кубка Бога Меча. Эрл понятия не имеет, о чем она говорит, поэтому она объясняет, что каждый год в городе проводится турнир, в котором участвуют лучшие фехтовальщики страны, чтобы показать свои навыки и доказать, что они лучшие фехтовальщики в стране. Блондинка тут же достает бланк и говорит Эролу заполнить его, если он хочет участвовать, но к ужасу Рэя он рвет его прямо у них на глазах. Рэй в замешательстве спрашивает, не хочет ли он участвовать в конкурсе, но Эрол отвечает, что блондинка пыталась его обмануть, и вместо этого дает ему подписать свидетельство о браке. Блондинка смеется, утверждая, что просто прощупывала почву. Но Эрл больше не хочет быть хорошим мальчиком и хватает ее за шею, чтобы преподать ей урок. На следующее утро Эрл просыпается и видит, что блондинка пытается напасть на него, но он уворачивается и привязывает ее к кровати, прежде чем уйти. Позже, в тот же день, они все вместе идут в подземелье.
Блондинка объясняет, что каждый может встать в круг телепортации, через который можно попасть на нужный уровень подземелья. Но можно попасть только на те уровни, на которых ты уже был. Блондинка утверждает, что она достигла 12 уровня, а Рэй — 14. Эрл тут же решает пойти с Рэем на 14 уровень. Но блондинка утверждает, что это не работает, и ему нужно физически присутствовать на уровне, чтобы снова туда попасть. Это было досадно, потому что Эрл с самого начала хотел сразиться с самыми сильными монстрами, которых только мог найти. Но блондинка говорит ему не волноваться, потому что она знает очень короткий путь, который быстро приведет их на нижние этажи. Они соглашаются с планом, но блондинка пытается увести Эрола в одиночку, утверждая, что Рэй может продолжить свой 14 уровень, потому что Эролу не нужны два проводника, и начинает уводить его. Но Эролом не так-то легко манипулировать, и он просит Рэя пойти с ними. Они входят на первый этаж, где на них тут же нападают два рыцаря в доспехах. Эрол достает меч и начинает сражаться с одним из них, а Рэй — с другим. Он с удивлением замечает, что даже в тяжелых доспехах рыцарь двигается с невероятной ловкостью, но с этим он справится, поэтому он использует свой рывок и отрубает рыцарю голову, только чтобы понять, что доспехи пусты и питаются маной самого подземелья. Рыцарь снова начинает двигаться даже без головы, и Рэй утверждает, что у них нет настоящих слабостей, и они не чувствуют боли. Поэтому Эрол решает ударить по ногам, и это срабатывает, и волшебные рыцари падают на землю. Рэй тоже справляется со своим противником, утверждая, что они скоро восстановятся, поэтому нужно двигаться дальше. Но прежде чем идти дальше, Эрол спрашивает блондинку, какой у нее класс, и она с гордостью заявляет, что она фехтовальщица, и обещает научить его всему, что он захочет, на тренировочной площадке или в постели, но Эрол снова отказывает ей и идет дальше. Но прежде чем войти на второй уровень, они слышат крики о помощи из-за двери и, подойдя ближе, видят окровавленного мужчину. Он стоит на коленях и умоляет о помощи, и Рэй предлагает отвести его наверх. Но мужчина отказывается, утверждая, что его друзья все еще внутри, и они сильно пострадали от ловушки. Он умоляет их помочь спасти его друзей. Но блондинка тут же переходит к делу и просит денег в обмен на помощь. К ее удивлению, мужчина даже платит ей хорошую сумму из денег, которые он выиграл в азартные игры, но Эрол чувствует что-то неладное. Идя за мужчиной, он замечает, что когда он теряет столько крови, он даже не может сидеть без святой воды, не говоря уже о том, чтобы идти обратно в опасную комнату. Он понимает, что кровь и раны не настоящие, но решает оставить эту информацию при себе, потому что думает, что это может привести к чему-то интересному и веселому. Мужчина ведет их в потайную комнату, где они находят кровавый след и лужу в центре с единственной золотой монетой. Вид монеты сразу же привлекает блондинку, и она идет за ней. Когда под ними появляется круг телепортации, Рэй понимает, что это была подстава, а мужчина ухмыляется, утверждая, что ему хорошо заплатили за такую простую работу. Но, к его удивлению, магический круг телепортировал его вместе с остальными. Они все оказываются на этаже, которого даже Рэй не видел, то есть он еще ниже 14 этажа, но пока нет никаких признаков сильных врагов. Парень, который притворялся раненым, дрожал от страха. Он пробормотал, что это должен быть самый нижний этаж подземелья, где можно найти продвинутого бога меча. Внезапно перед ними появляется рыцарь в радужных зачарованных доспехах, но блондинка отказывается верить в историю о классе бога меча, который все считали мифом. Но Эрол понимает, в какую беду они попали, и тут же толкает блондинку вниз, когда бог меча наносит такой сильный удар, что ломает стены подземелья. Не теряя времени, бог меча атакует Эрола, который едва успевает поднять меч. Отразив атаку, хотя его и отбросило к стене, он понимает, что выжил только благодаря тренировкам по магии усиления, которые он получил от Рэя. Он пытается нанести ответный удар, но рыцарь очень быстр и использует все продвинутые приемы, чтобы отступить. Он улыбается и говорит, что это хорошая возможность проверить себя. Это шокирует его команду, когда он использует ту же технику божественного шага, чтобы сократить расстояние и атаковать. Он наносит рыцарю шквал ударов, который тот блокирует. Рыцарь вынужден отступить, но использует навык, который увеличивает гравитацию в комнате, заставляя остальных упасть на пол. Но Эрол легко сохраняет равновесие, потому что уже сталкивался с этим раньше, когда был моложе. Тренируясь против своей мамы, он тогда использовал всю свою силу, чтобы просто стоять. Поэтому, когда его мама атаковала, он ничего не мог сделать. Но на этот раз все по-другому. Он использует золотую монету, чтобы нейтрализовать атаку, и Эрол использует ее в полной мере. Используя одну из своих сильнейших способностей под названием «Бесконечный разрыв», ночь разлетается на куски после этой атаки. Это шокирует всех присутствующих в комнате. Он восстанавливает силы с помощью святой воды, и они все благополучно покидают подземелье с помощью заклинания телепортации. Вернувшись в бар, Род снова пьет, когда слышит разговор трех молодых идиотов о том, как они заманили новых членов гильдии Клык Дракона в ловушку, и, скорее всего, они больше не вернутся.
Рот подходит к ним и одним ударом разбивает их стол, приказывая им рассказать все, что они знают, но его прерывает Йорк, который называет его никчемным пьяницей. Рот сразу понимает, что это, должно быть, подстроил Йорк, а значит, шансы на выживание ее дочери ничтожно малы. Он бросается на Йорга, но тот отталкивает его как крестьянина. Он стоит на коленях, желая спасти свою маленькую девочку, но его внимание привлекает внезапный голос из-за двери. И он оборачивается, чтобы увидеть, как в таверну входят блондинка Эрл и Рэй. Они говорят о том, как проголодались, и блондинка замечает своего отца и уродливого Йорга, но удивляется, когда Рот крепко обнимает ее, благодаря Бога за то, что ее дочь в безопасности. Рэй обвиняет Йорга, утверждая, что они получили всю информацию от его приспешника, который признался, что это был клан Йорга. Но, как и любой политик, он отказывается это признавать, утверждая, что каждый сам отвечает за свою безопасность в подземельях. И Эрл считает, что это справедливо. Рот говорит Йоргу, что ему это с рук не сойдет. Но Йорк просто называет его пьяницей и уходит из комнаты, а Эрол думает, с какими новыми проблемами ему теперь придется столкнуться. Проходит пара дней, и теперь у блондинки есть свиток с предварительными условиями турнира. К ее ужасу она оказывается в одной группе с Эролом, что сразу же подрывает ее боевой дух. Потому что это значит, что у нее точно нет шансов выиграть отборочные и представлять свою гильдию на главном турнире. Эрл немного не понимает, что такое отборочные, и Рэй объясняет ему, что поскольку турнир Бога Меча вдохновляет и привлекает огромное количество начинающих мечников, почти невозможно взять их всех на главный турнир. Поэтому город организует отборочные с разными группами по результатам броска костей. Кто с кем окажется в группе, решает удача, и победитель каждой группы получает прямой билет на главный турнир. Эрол проверяет свиток, который читал Рэй, и замечает, что она в другой группе. Она благодарит Бога за это, потому что у нее все равно не было бы шансов против Эрола. Она начинает молиться Богу, чтобы он помог ей пройти отборочные без особых проблем. Пока Эрол подшучивает над ней из-за проблем с отцом, блондинка прерывает их, говоря, что им нужно вернуться в подземелье для тренировки. Но Эролу уже надоело подземелье, и он хочет уйти. Блондинка пытается быть милой и говорит ему, что ей нужен сильный мужчина, чтобы защитить ее, если что-то пойдет не так. Мэй понимает, какая она жалкая, и решает научить ее быть независимой. Но прежде чем они уходят, в комнате появляется Рот, который ведет себя слишком драматично, хватая дочь и говоря ей, чтобы она была осторожна. Потому что они не знают, когда Йорк решит нанести удар снова. Блондинка видит страх в глазах отца и торжественно соглашается быть осторожной, прежде чем уйти. Рот оборачивается и видит, что Эрл молча осуждает его. Но Рот говорит, что у него еще есть время собраться и стать более заботливым отцом для своей дочери. Эрл просто улыбается и говорит, что никогда не поздно быть хорошим человеком, и уходит. Проходит пара недель, и, наконец, наступает день отборочных. Начинаются поединки, и зрители на трибунах аплодируют, когда бойцы сражаются друг с другом в вихре искр и ударов мечей. Постепенно группа редеет, и даже блондинка проигрывает свой бой, не встретившись с Эролом. Она сидит в углу, расстроенная результатом, потому что надеялась хотя бы дойти до финала. Но Эролу все равно, он говорит, что она зря переживала из-за того, что не выиграет отборочные, потому что они были в одной группе, и она все равно проиграла бы. Это расстраивает блондинку еще больше. Но она берет себя в руки и говорит ему, чтобы он был начеку, даже если он действительно силен, потому что у другого финалиста их группы есть несколько особых приемов. Эрл, кажется, не слишком обеспокоен и отвечает, что уже видел почти все приемы в подземельях, поэтому сомневается, что этот противник его удивит. Но блондинка не уверена и говорит, что этот рыжеволосый фехтовальщик на самом деле маг, который может использовать свои заклинания, чтобы усилить свои мечи маной и дополнительной силой. Это было интересно, потому что Эрл не ожидал, что в городе разрешат использовать магию на турнире, где нужно быть лучшим фехтовальщиком. Блондинка отвечает, что неважно, какой у тебя класс, нужно только быть членом гильдии, чтобы участвовать в турнире. С этими словами ведущий вызывает Эрола, и блондинка желает ему удачи. Он выходит на арену и сталкивается лицом к лицу с рыжеволосой девушкой, которая прямо говорит ему, что она маг-фехтовальщик, и это разрешенный класс. Поэтому она не хочет слушать его жалобы на то, что бой был несправедливым из-за ее магии. Эрл прямо говорит ей, что не возражает, и победит лучший боец. С этими словами ведущий начинает бой, и рыжеволосая девушка сразу же начинает бросать в него огненные шары. Эрл создает матрицу и уклоняется от атак, отражая и рассекая остальные. Но у девушки-мага кажется бесконечный запас маны, и она продолжает атаковать. Но Эрл уклоняется и пробирается сквозь атаки, чтобы подобраться поближе. Он сразу же пытается нанести ей удар, но девушка блокирует его и использует еще один огненный шар, чтобы отбросить его назад. Эрол начинает понимать ее навыки и говорит, что должно быть очень удобно переключаться с ближнего боя на дальний по желанию.
Она хвастается, что она одаренная, и такой бездарный неудачник, как он, никогда не сможет победить ее. Но Эрл отвечает, что она не мастер ни в одной из этих двух дисциплин, даже если знает основы обеих. Это ее бесит, и она обещает заставить его пожалеть о своих словах, используя магию, чтобы наполнить свой меч огнем, превратив его в пылающий меч. И говорит, что только настоящий маг-фехтовальщик может владеть таким оружием. С этими словами она взмахивает мечом, и пламя устремляется к Эролу, который спокойно уклоняется и рассекает его. Но даже ему трудно понять, откуда будет следующая атака из-за ее хаотичных движений, и он признает ее талант, говоря, что она, должно быть, много тренировалась. Но вскоре он встает на одном месте и показывает ей, что такое настоящее мастерство, отражая огненные атаки, не сдвинувшись ни на дюйм. Он говорит, что даже если бы ее базовое владение мечом было лучше, чем у блондинки, она могла бы быть гораздо более эффективной и опасной. Но на этом уровне она едва ли лучше, чем НПК. Это приводит девушку в замешательство. И когда она теряет самообладание, Эрл использует эту возможность, чтобы нанести ей двойной удар, который полностью гасит ее пламя, шокируя ее. Прежде чем она успевает понять, что произошло, он использует свой шаг-телепорт, чтобы оказаться позади нее и ударить ее по голове рукоятью меча. Толпа взрывается аплодисментами, когда судьи объявляют Эрола победителем 4-го раунда. Но он думает только о том, как освоить и применить навыки, которые только что продемонстрировала эта девушка. Через несколько дней наступает день финального турнира. Лоли возвращается в гильдию, чтобы разбудить отца и посмотреть турнир вместе с ним. Они будут болеть за Эрола и Рея, которые выиграли свои раунды и вышли в финал. Отец даже не открывает глаза и говорит ей идти одной. Ему все равно, и Лоли пытается разозлить его. Спрашивает, не боится ли он увидеть там Йорга. Рот сразу же заводится и говорит, что не боится Йорга. Но вскоре он приходит в себя и в момент слабости говорит дочери, что вчера пытался взять в руки меч. И понял, что он настолько заржавел, что может даже не выиграть турнир Бога Меча. Это бесит блондинку, которая даже не прошла отборочные, не говоря уже о том, чтобы мечтать о победе в турнире Бога Меча, называя себя ржавой. Она говорит ему, что он должен подумать о том, как он может сравниться с бойцами в финале турнира, в то время как другие мечники, которые тренируются всю жизнь, даже не проходят первый матч. Наконец, Рот соглашается пойти по дороге на стадион. Он думает о том, как тренировал Рея, когда у него были обе руки, а не одна. Он с теплотой вспоминает эти моменты и думает, как выступит Рей, ведь она его самая старшая ученица, и он очень привязан к ней. На турнире Рей, кажется, нервничает и беспокойно трясет ногами. Глядя в пол, она вздрагивает от неожиданности, когда Эрл спрашивает, не боится ли она, что они встретятся в первом же матче. Кажется, это заставляет ее забыть о своих страхах, и она пытается ударить его. Но Эрл перехватывает ее удар, и судьи объявляют, что в первом матче сойдутся Йорк, действующий чемпион, и Эрл, бесклассовый феномен, который удивляет всех своим беспроигрышным выступлением. Он встает, чтобы уйти, но Рей хватает его за руку и желает удачи. Эрл выходит на арену, где блондинка кричит ему, чтобы он надрал Йоргу задницу и разорвал ее на 64 части. Но как только Эрл видит Йорга, выходящего на арену, он сразу понимает, что что-то не так. Глаза Йорга стали фиолетовыми, у него выросли клыки и рог. Он выглядит так, будто продал душу демону. У Эрола мурашки по коже, когда он понимает, что этот парень может быть опасен. Но Рот сразу понимает, что происходит. Он замечает меч, который держит Йорк, и предупреждает Эрола, чтобы тот отступил. Йорк говорит, что не думал, что его кто-то узнает, потому что в его мече заключен очень могущественный демон. Блондинка в замешательстве, ведь Йорк должен знать, кто такой Рот, но Рот отвечает, что демон, похоже, овладел Йоргом. Это значит, что Йорк ничего не контролирует. Рот говорит, что это оригинальный меч Бога Меча, который победил короля демонов. Но перед смертью демон проклял меч, и его должны были запереть в королевском хранилище. Демон улыбается и говорит, что был запечатан сотни лет. Но он терпеливо ждал, зная, что однажды кто-нибудь освободит его и заберет силу себе, и именно это произошло с Йоргом. Он объявляет всем на стадионе, что он демон по имени Гелда, разрушитель человечества. Это заставляет даже Рей выйти наружу, и она говорит, что всегда думала, что Гелда — это просто миф, легенда, чтобы пугать детей. Демон, который стал достаточно могущественным, чтобы уничтожить всю планету. Начинается хаос и страх, когда простые люди узнают его имя и бегут со стадиона, вызывая давку. Но Гелда наслаждается криками людей, которые спасают свои жизни, и не собирается отпускать их так просто. Он создает магический круг под собой, накрывая весь стадион куполом магической энергии, захватывая и запирая людей внутри.
Он смеется над ужасом, который вызывает, и говорит, что крики людей — это музыка для его ушей, и он будет наслаждаться этим, убивая их всех. К его удивлению, Эрл не двигается с места и даже достает меч. Гелда говорит ему бежать, спасая свою жизнь. Но Эрл говорит, что уверен, что сможет победить его, потому что однажды его уже побеждали, а значит, он не непобедим. Демон смеется и говорит, что в последний раз его победил бог меча. И, насколько помнит Йорк, в наше время бога меча нет. Эрл отвечает, что бог меча все еще жив, это его мать, и он все еще может победить его, не будучи богом меча. Монстр не может удержаться от смеха. Но вскоре его смех прекращается, когда Эрл бросается в атаку, заставляя демона отступить, прежде чем контратаковать. Эрл уклоняется от атак, а демон стоит в шоке, понимая, что этот парень только что использовал технику божественного шага, которую используют только боги меча. Но Эрл не останавливается и продолжает использовать эту технику, атакуя демона с разных сторон. Но демон просто улыбается и говорит, что Эрл забыл, что он в теле Императора Меча, а значит, его атаки не причиняют ему большого вреда. Демон подпрыгивает и бьет Эрола по плечу, сбивая его с ног, думая, что с парнем покончено. Но он в шоке, когда пыль рассеивается, а Эрол, похоже, поглотил атаку без особого вреда благодаря тренировкам с Рэй. Это немного пугает Гелду, и он снова атакует. Но Эрл спокойно отбивает его, а затем контратакует своей бесконечной атакой, нанося удары демону с разных сторон, полностью подавляя его шквалом атак. Это вызывает у Гелды посттравматический синдром, потому что он не сомневается, что Эрл использует все атаки бога меча. Но он не может поверить, что простой парень может быть мечником такого уровня. Но прежде чем он успевает придумать план, Эрл наносит сильный удар, чтобы прикончить демона, который падает на землю в облаке пыли. Все радуются за Эрола, думая, что он победил бога демонов. Но Гелда еще не умер. Его настоящее тело все еще было мечом, а все повреждения были нанесены телу Йорга. Он быстро оглядывается в поисках нового хозяина и сразу же прыгает к Роду. Эролу удается оттолкнуть Рэя с дороги, а Род прыгает перед своей дочерью, чтобы защитить ее. Но когда пыль рассеивается, Род стоит с мечом демона в руке и хватает его, приставляя лезвие к ее горлу. Эрол ругает себя за то, что не понял, что нужно было атаковать меч. Не тело Йорга, чтобы победить его, но теперь уже слишком поздно. Он говорит Эролу, что если тот сделает хоть шаг, Лоли умрет. Но Эрол свободно двигается и говорит, что не может убить Лоли. Рэй не понимает, зачем он провоцирует настоящего демона. Но когда Гелда пытается убить Лоли, рука отказывается двигаться. Эрол говорит, что Род намного сильнее, чем когда-либо был Йорк, поэтому завладеть им будет не так-то просто. Род вонзает меч в землю, освобождая Лоли, а Гелда пытается сопротивляться и взять контроль. Но Род слишком силен для него и вырывается из схватки демона, бросая меч в Эрола, который разрезает его на куски, убивая демона раз и навсегда. С тех пор прошло несколько дней. Но это оказалось благом для гильдии Лоли. С тех пор, как Эрл выиграл Кубок Бога Меча, стало известно, что Драконий Клык стремится вернуть себе статус сильнейшей гильдии в городе. Услышав это, множество начинающих мечников стали записываться в гильдию, надеясь, что их будет тренировать сам Эрл, победитель Кубка Бога Меча. К сожалению для них, они получили учителя, гораздо более опытного и строгого, чем Эрл, в лице Рода, который изменился после последнего инцидента и обрел уверенность в себе. Он начал безжалостно тренировать новых членов гильдии с той же страстью, что и раньше. Он сражался один против всех новобранцев, избивая их до полусмерти и тренируя до тех пор, пока они не могли больше стоять на ногах. Один из новобранцев спрятался за колонной, но Лоли увидела его и подошла к нему. Она сказала, что они взяли его в гильдию только потому, что он пообещал отдать всего себя и тренироваться с полной самоотдачей. Новобранец опустил глаза и пробормотал, что не ожидал, что Род будет тренировать их в таком дьявольском режиме. Затем он спросил Лоли, будет ли Эрл тоже их тренировать, но Лоли раздраженно вздохнула. Она сказала, что Эрл ушел из гильдии после победы в Кубке Бога Меча. Она плакала из-за того, что даже Рэй ушел за ним, в надежде остановить его. Но теперь их обоих нет, и она не знает, когда они вернутся. Если они вообще вернутся. Тем временем Эрл уже в лесу. Он едет в повозке того же авантюриста, который привез его в этот город, и водитель удивлен, что Эрл так быстро покинул Брешию. Особенно после победы в Кубке Бога Меча, которая сделала его знаменитостью. Эрал спокойно отвечает, что раз он выиграл Кубок Бога Меча, который должен был стать соревнованием сильнейших мечников, значит он уже победил лучших в Брешии. А значит, у него больше нет причин здесь оставаться. Водитель в замешательстве, ведь в городе мечников еще много причин остаться. Особенно если у тебя есть титул сильнейшего в городе. Но Эрл не хочет застаиваться в месте, которое не может бросить ему вызов.
Водитель спрашивает, почему он возвращается в свою деревню, и интересуется, не скучает ли он по дому. Но Эррол отвечает, что просто хотел проверить свои навыки против лучших и посмотреть, как далеко он продвинулся в тренировках. Водитель в замешательстве, но Эррол говорит, что хочет посмотреть, сможет ли он победить свою мать в спарринге. Через некоторое время он наконец добирается до своей деревни и пытается пробраться в свой дом и удивить мать, которая собирает цветы. Но его мать слишком опытна и сразу чувствует его приближение и зовет его по имени. Эррол удивлен, но улыбается, зная, что его поймали на слове «сильнейший боец», а не какая-то бездарная женщина. Его мать оборачивается и осматривает его с ног до головы. Она говорит, что он, похоже, приобрел приличный опыт, и Эррол отвечает, что ему удалось выиграть Кубок Бога Меча, и его мать, кажется, рада это слышать. Она говорит, что теперь в их семье есть 2 человека, которые выиграли это соревнование. Эррол улыбается. Но в мгновение ока его мать исчезает и появляется перед ним с цветком в руках, спрашивая, хорошо ли он пахнет. Эррол в шоке, понимая, что ему бы не поздоровилось, если бы этот цветок был мечом. Значит, ему еще нужно много тренироваться. Если он хочет когда-нибудь достичь уровня своей матери в фехтовании... Он улыбается ей, говоря, что она видит его насквозь и уже знает настоящую причину, по которой он здесь. Его мать улыбается и говорит, что она не была бы его матерью, если бы не понимала, чего он хочет. Просто по его взгляду. Но она говорит ему, что если они будут сражаться прямо здесь, то точно разрушат весь дом, и предлагает провести спарринг на тренировочной площадке за горами. Они оба готовятся и встречаются в назначенном месте для спарринга с мечами в руках. Она улыбается ему, спрашивая, насколько силен ее сын сейчас. Но Эррол предупреждает ее, чтобы она не воспринимала его легкомысленно, потому что он сильно изменился с тех пор, как они в последний раз встречались на тренировочном поле. Его мать просто улыбается, и в мгновение ока оказывается перед ним с обнаженным мечом. Эрролу удается отразить атаку, и вокруг них летят искры, пока он пытается ее удержать. Она улыбается ему и говорит, что не хочет, чтобы он думал, что она не воспринимает это всерьез. Но Эррол пытается не обращать внимания на ее слова, зная, что даже секундное отвлечение может обернуться для него катастрофой. Он понимает, что смог отразить эту атаку только потому, что уже видел, как она делает то же самое у них во дворе. Он понимает, что ему нужно перейти в наступление, если он хочет победить ее, поэтому он уклоняется от ее меча. Подпрыгивает в воздух и использует божественные удары, двойные воздушные удары. Его мать легко парирует и взволнованно спрашивает, использовал ли он эти 2 навыка вместе. Эррол отвечает, что да, и спрашивает, какой навык она использовала, чтобы блокировать его атаки, что сбивает ее с толку, и она отвечает, что просто взмахнула мечом и ничего больше. Эррол в шоке. Он понимает, что с его атаками так легко справиться, что она даже не использует никаких навыков. Они продолжают сражаться, вызывая мощные ударные волны, которые пугают жителей деревни. Они думают, что в лесу дерутся 2 монстра. Эррол продолжает атаковать, используя технику прыжка Ариэль, чтобы подпрыгнуть в воздух и добраться до нее. Но ей удается отбить его, и они оба возвращаются на землю. Его мать улыбается ему и говорит, что, возможно, ей пора применить все свои силы и высвобождает божественную силу своего меча. Эррол делает то же самое, и они снова сталкиваются. Тем временем Рэй тоже добирается до деревни и видит, что там никого нет, поэтому решает пойти к Эрролу и спросить, вернулся ли он. На стук в дверь отвечает младшая сестра Эррола, которой не очень нравится, когда к ней приходят девушки и спрашивают о ее брате. Она пытается отослать ее и закрыть дверь, но в этот момент возвращаются Эррол и его мать, избитые после спарринга. Он удивлен, увидев Рэй в деревне, и говорит, что был в лесу на спарринге с матерью. Его мать очень гордится им и говорит, что Эррол стал намного сильнее и даже победил ее сегодня. Эррол улыбается и отвечает, что они были равны, и Эррол победил ее только благодаря своей силе и больше ничему. Рэй все еще удивлена, ведь его мать — настоящий мифический бог меча. Но Эррол отвечает, что она бы быстро с ним справилась, если бы была в расцвете сил. Но даже в таком состоянии, когда она уже много лет не тренировалась, она все равно была самым сильным противником, с которым он когда-либо сталкивался. Вскоре они заходят в дом и садятся за стол, чтобы поговорить за чаем. И его мать очень хочет узнать, как Эррол познакомился с этой милой девушкой. Эррол отвечает, что они жили вместе в городе, и его мать удивляется, не та ли эта девушка. Но Рэй сразу же уточняет, что они были в одной гильдии и ничего больше. И тут она вспоминает, зачем пришла. И спрашивает Эррола, почему он так внезапно покинул гильдию. Эррол отвечает, что он тоже написал заявление об уходе. Но Рэй говорит, что он должен был хотя бы поговорить с ними, попрощаться перед уходом. Но у Эррола есть оправдание, и он просто отвечает, что в городе у него не было конкурентов, поэтому было очевидно, что ему придется уйти. Его мать спрашивает, не приехала ли она сюда только потому, что беспокоилась об Эрроле.
Но Рэй отказывается, говоря, что она приехала сюда, чтобы стать ее ученицей и научиться всем техникам, которые она может предложить. Мать Эрола спрашивает, хочет ли она научиться быть хорошей хозяйкой для Эрола. Но прежде чем Рэй успевает возразить, со двора Эрола доносится знакомый голос. Это Эванс, отец Рэй, зовет мать Эрола и говорит, что им нужно срочно идти в лес, потому что там недавно были очень сильные монстры, которые полностью уничтожили половину леса. Его мать быстро соображает и говорит, что они с Эролом уже были там и разобрались с монстром, и он больше их не побеспокоит. Эванс с облегчением слышит это и отвечает, что сообщит жителям деревни, что эвакуация пока не нужна. И тут он замечает свою дочь Рэй. Он говорит, что она с каждым днем все больше похожа на свою мать, и спрашивает, зачем она здесь. Но прежде чем Рэй успевает ответить, вмешивается мать Эрола и говорит, что Рэй хочет научиться быть хорошей женой. Рэй возражает, говоря, что она просто хочет быть хорошим мечником. Но мать Эрола говорит ей не волноваться, потому что она научит ее и фехтованию, и женским обязанностям. После этого Эрол поднимается в кабинет отца, где застает его за работой над магическими символами. Он приветствует Эрола и говорит, что вот-вот совершит прорыв, который может стать его главной техникой. Но Эролу это не интересно, и он прямо говорит, что наконец-то победил свою мать и теперь хочет научиться магии у отца. Отец поздравляет его с победой над богом меча, но прямо говорит, что он не сможет научиться магии. На кухне мать Эрола дает Рэй нож, чтобы научить ее резать овощи, но Рэй никогда не держала в руках ничего, кроме меча. Поэтому она использует его так, что ломает весь стол, шокируя мать и младшую сестру Эрола. Чуть позже Эрол и его отец чинят стол, и он демонстрирует свою магию, восстанавливая сломанную грязь. Убирая инструменты в сарай, отец снова говорит ему, что он не сможет использовать магию. Он объясняет, что с мечами он может тренироваться каждый день и постепенно становиться лучше. Сломанные мечи в сарае – доказательство его упорного труда и преданности делу. Но пытаться научиться магии без запаса маны все равно, что пытаться овладеть мечом без рук. Это практически невозможно. Эрол поворачивается к отцу и спрашивает, откуда он знает, что у Эрола нет маны. Отец отвечает, что если бы у него была мана, он бы получил класс, но Эрол говорит, что однажды, когда он тренировался с Рэем и Бристей, он израсходовал всю святую воду, которая была у гильдии. И это разозлило гильдию, которая сказала, что они и так в долгах, а Эрол тратит святую воду, из-за чего они еще больше влезают в долги. Тогда она принесла ему несколько зелий для восстановления маны и сказала, чтобы он выпил их. После того, как Эрол выпил зелья, он почувствовал, как по его телу течет небольшое количество маны. Отцу это очень интересно, и он решает попробовать. Он просит Эрола выпустить немного маны на ладонь. И к его удивлению Эролу это удается, но он тут же падает без сознания. Это явное доказательство того, что у Эрола действительно есть небольшое количество маны. Когда Эрол наконец приходит в себя, он спрашивает отца, как теперь научиться магии. Отец отвечает, что сейчас у него запас маны меньше, чем у новорожденного ребенка, поэтому ему нужно увеличивать его, тренируясь каждый день. Тренировки — это то, в чем Эрол лучше всего разбирается, поэтому он покупает зелья для маны и тренируется каждый день. Через 6 месяцев у него появляется достаточно маны, чтобы попасть в категорию новичков с очень слабым запасом маны. Отец очень рад и говорит, что ему нужно поступить в Академию магии, где он сам учился всем заклинаниям. Он показывает пергамент с заклинаниями и говорит Эролу, что ему нужно выучить их, если он хочет использовать магию. После этого Эрол начинает думать о том, что он может научиться магии в том же месте, где его отец стал одним из лучших волшебников в стране. Вечером они ужинают вместе, и мама Эрола говорит, что Рэй становится все лучше и в работе по дому, и в фехтовании, и это ее очень радует. А отец Эрола говорит, что теперь Эрол на пути к тому, чтобы стать волшебником, и это открывает перед ним безграничные возможности. С тех пор прошло 3 года, и Рэй каждый день тренируется с мамой Эрола, чтобы стать лучшим фехтовальщиком и лучшей хозяйкой. Сегодня утром мама Эрола попросила ее приготовить утренний чай, и это ее немного напрягло. Но вскоре она справилась и дрожащими руками подала чай. Она ждала, пока мама Эрола сделает глоток и попробует чай. А потом сказала, что она отлично справилась, потому что чай получился именно таким, каким должен быть. Это сделало Рэй счастливее, чем она ожидала. Но вскоре ее радость была прервана криком сверху. Это оказалась младшая сестра Эрола, Мира, которая кричала, что когда она пошла будить Эрола, его нигде не было, а она нашла только записку. Рэй и мама Эрола прочитали записку, в которой было всего одно предложение. В ней говорилось, что он отправляется в Арспел, город магии, на обучение. Мама немного расстроилась, думая о том, что он мог бы хотя бы попрощаться, а Мира продолжала плакать.
Это заставило Рэй понять, как ее выходки в детстве повлияли на семью. Когда она уехала в город мечей Брешию, мама Эрола сразу сказала Рэй, что не хочет, чтобы она уезжала вот так. И Рэй ответила, что никогда бы так не поступила, и ей еще многому нужно у нее научиться. Мама Эрола думает о том, что сначала из дома уехала ее старшая дочь, а теперь и Эрол, и она не знает, когда снова их увидит. Тем временем Эрол уже был на окраине деревни. Он ехал с тем же водителем Юба, который, казалось, удивился, увидев Эрола снова. Эрол спросил, сколько времени это займет, и мужчина ответил, что примерно 2 дня. Они продолжили разговор, и мужчина сказал, что Эрол очень странный. Он отправился в город Брешию и показал отличные результаты в силе и мастерстве. А потом бросил славу и богатство и вернулся в деревню, которой никто даже не знает. Затем он исчез с карты на целых 3 года, а теперь направляется в Арспел, город магии. Эрол сказал, что хочет попытать счастье на экзамене и посмотреть, как он справится с другими людьми. Вдруг молодой рыжеволосый парень спросил Эрола, собирается ли он тоже сдавать вступительный экзамен в магическую академию, что показалось ему странным, ведь Эрол намного старше обычного абитуриента. Прежде чем Эрол успел ответить, голубоволосая девушка огрызнулась на рыжеволосого парня, сказав ему, что не стоит смеяться над людьми, ведь очевидно, что Эрол проваливает экзамен уже несколько лет. Прежде чем Эрол успел сказать им, что он впервые едет в этот город, голубоволосая девушка сказала ему, что это действительно достойно восхищения, когда слабые люди пытаются преодолеть свои слабости. Рыжеволосый парень и голубоволосая девушка начали спорить друг с другом. А зеленоволосая девушка пыталась их успокоить, но у нее ничего не получалось. Рыжеволосый парень снова повернулся к Эролу и спросил, в какой магии он специализируется, и сказал, что он использует красную магию. Эрол вспомнил, как отец рассказывал ему о разных видах магии. Черная магия — это темная магия. Белая — это светлая магия, желтая магия земли, зеленая магия ветра, синяя магия воды и, наконец, красная магия огня. Но поскольку у Эрола не было врожденных способностей, его отец решил попробовать все возможные виды магии, которым он мог научиться. Он вернулся к реальности и сказал рыжеволосому парню, что не знает, какую магию он может использовать, потому что у него нет способностей. Парень удивился, но голубоволосая девушка назвала его неудачником, сказав, что Эрол явно над ним смеется, потому что ни один человек без способностей не может даже мечтать о том, чтобы сдать экзамены в магическую академию. Рыжеволосый парень в ярости повернулся к Эролу и сказал, чтобы тот перестал над ним смеяться. Но Эрол сказал, что не собирался этого делать, и показал свою карточку, которая доказывала, что он действительно человек без способностей. Дети были шокированы и сказали, что он никогда не сможет сдать экзамены. Но прежде чем Эрол успел что-то сказать, из леса донесся громкий рев, от которого задрожали деревья вокруг них. Эрол сразу узнал этот звук и сказал, что это должно быть король троллей, который проснулся от глубокого сна. Парень сразу запаниковал и сказал, что им нужно бежать, потому что король троллей очень силен, а голубоволосая девушка попросила водителя такси поторопиться. Водитель в ужасе обернулся и сказал, что из-за рева его лошади упали в обморок от страха. Девушка поняла, что выхода нет, и они должны стоять на своем и сражаться. Поэтому она придумала план и сказала рыжеволосому парню и зеленоволосой девушке, что тролль — это тролль, и они могут просто объединиться, чтобы победить медлительного зверя. Но их планы рухнули, когда из леса наконец вышел король троллей с огромной дубиной в руке. Рыжий попытался успокоить девушек, сказав, что тролль огромный, но им нужно сохранять спокойствие и попытаться победить его. Прежде чем они успели что-то сделать, они испугались. Когда тролля подбросило в воздух огромной дубиной, из леса вышел еще более крупный тролль. И девушки упали на колени, дрожа и обнимая друг друга, понимая, что их магия не сравнится с этим чудовищем. Но рыжеволосый парень сохранил самообладание, потому что не мог испугаться перед девушками, поэтому он выпрыгнул из такси и попытался успокоиться, прежде чем достать волшебную палочку. И со всей своей маной послать огненный шар в тролля, попав ему прямо в лицо. На мгновение им показалось, что у них есть шанс, но когда дым рассеялся, тролль вышел совершенно невредимым и еще более злым, чем раньше. Парень потратил всю свою ману на эту атаку, поэтому у него не осталось сил, чтобы попытаться сбежать. Тролль бросился на парня, но вдруг раздался громкий взрыв, и тролль превратился в пепел. Все были удивлены. Но из-за спины вышел Эрол и сказал, что ему, наверное, стоило немного сдержаться. Парень был шокирован, и даже девушки заговорили о том, что магия взрыва — это очень продвинутая форма магии, которую используют только сильные маги. Эрол не обратил на них внимания и подошел к лошадям, сразу же применив исцеляющее заклинание, чтобы вылечить их. Когда он обернулся, то увидел, что рыжеволосый парень стоит на коленях и просит прощения, и просит его стать его учителем, потому что он хочет стать великим волшебником. Эрол попытался объяснить, что они все неправильно поняли, и что он не учитель, а всего лишь экзаменатор.
Он снова показал им карточку с классом. Но зеленоволосая девушка сказала, что он должно быть очень сильный маг и скрывает свою личность, используя фальшивую карточку. Не сумев разрешить недоразумение, он решил продолжить путь в город Арспел. И через пару дней они добрались до него рано утром. Город расположен между озером с разводными мостами со всех сторон, чтобы пропускать людей. Девушки в шоке наблюдали, как самоуверенный рыжеволосый парень ведет себя как ручной щенок, кружась вокруг Эрола и задавая ему разные вопросы. Оказавшись внутри, парень сказал Эролу, что он, должно быть, сдает экзамен по красной магии. Это значит, что они с Эролом будут вместе. А зеленоволосая и голубоволосая девушки будут сдавать экзамен по магии земли и воды. Тут Эрол узнал, что курсы и экзамены разделены по магическим способностям, и пожелал, чтобы они не отвергали его, как в Бризье, потому что у него не было класса. Но, к его удивлению, когда он подошел к стойке регистрации, администратор улыбнулась, поставила печать на его карточку и дала ему номер в списке. Эрол спросил, нормально ли это, даже если у него нет класса. И администратор ответила, что каждый человек имеет равное право на участие в экзамене, и никто не будет подвергаться дискриминации. Он понял, что это место действительно отличается от Бризье, и пошел на полигон. Там он увидел, что дети выстроились в очередь, и один из них выстрелил небольшим огненным шаром в металлического рыцаря и прошел испытание. Но прежде чем он успел понять, что именно ему нужно делать, на арену вышел молодой парень с рыжими волосами и спросил инструктора, можно ли ему уничтожить одну из металлических кукол. Инструктор сначала растерялся. Но потом он проверил его карточку и понял, что парень продвинутый маг, а это очень редкий класс. Все мальчики были в шоке и смотрели, как парень подошел и использовал заклинание, чтобы создать столб пламени, который полностью поглотил металлического рыцаря. Парень выглядел гордым, но рыжеволосый парень сказал, что его Эрол мог бы сделать лучше. Самоуверенный парень тут же обиделся и повернулся к нему, спрашивая, думает ли он, что простой человек может сделать лучше, чем продвинутый маг. И рыжеволосый парень дерзко ответил, что его стрела могла бы съесть его на завтрак и выплюнуть до обеда. Самоуверенный парень сказал, что это пустые угрозы, и никто не может сравниться с ним и плавить металл, как он. Эрол наконец вмешался, сказав, что рыцарь даже не расплавился. Инструктор объяснил, что рыцари сделаны из мифрила, одного из самых прочных металлов в мире, и их не так-то просто сломать. Рыжеволосый парень снова начал издеваться над самоуверенным парнем, втягивая в разговор Эрола и говоря, что он справился бы намного лучше. Эрол ударил его по голове и вышел на арену. Он решил использовать тот же навык, что и самоуверенный парень, и это всех удивило. Но взрыв был совсем не таким ярким, это был всего лишь небольшой столб пламени, который, похоже, не причинил никакого вреда. Самоуверенный парень начал смеяться, но его смех быстро прекратился, когда мифриловый рыцарь полностью расплавился в лужу расплавленного металла. Парень был в шоке и сказал, что магия извержения не может расплавить мифрил. Но Эрол ответил, что использовал модифицированную версию этой магии, сосредоточив весь огонь в одном маленьком столбе, создав невероятную температуру, которой нет ни у одной другой магии извержения. С этими словами он просто ушел с арены и вышел на арену синей магии, где голубоволосая девушка попала в цель и прошла испытание. Она была в шоке, увидев там Эрола, но Эрол не стал медлить и использовал ледяную атаку. Снова сломав ночь, он пошел на арену зеленой магии, оставив инструктора и учеников в полном шоке. Но за пределами арены он увидел зеленоволосую девушку, которая ответила, что еще не зарегистрировалась, потому что очень боится. Он подбодрил ее и помог ей зарегистрироваться, а затем пошел на арену. Это испытание было очень простым, нужно было просто создать базовое заклинание ветра и повернуть ветреную мельницу перед собой. Но Эрол в своей классической манере создал торнадо, который полностью разрушил ветреную мельницу, шокировав инструктора. Следующей была зеленоволосая девушка, которая снова разнервничалась, но Эрол снова подбодрил ее и подтолкнул к арене, где она тоже прошла испытание. С этим тоже было покончено, и он легко прошел испытания в школе светлой магии и школе желтой магии, а затем отправился в школу темной магии. Эта школа снаружи выглядела заброшенной, вокруг не было ни души, когда он вдруг услышал странный звук из коробки. Он собирался ее осмотреть, но вдруг услышал, как женщина кричит, что потеряла своего питомца, и спрашивает Эрола, не видел ли он его где-нибудь. Эрол не знал, что сказать, и сказал, что в коробке что-то есть, и женщина сразу же начала искать и достала из нее странную жабоподобную тварь. Женщина обрадовалась и повернулась к Эролу, сказав, что сама создала химеру, и спросила, милая ли она. Эрол ничего не мог сделать, кроме как улыбнуться, когда сзади на него набросился скелет. Он инстинктивно обезглавил его одним взмахом палочки. Скелет бросился за головой. Эрол спросил, не монстр ли она. Скелет ответил, что она красивая офисная работница, и представился как Лата. Эрол спросил, где находится экзаменационный зал.
И Лата сказала, что школа темной магии открыта для всех, потому что у них никогда не бывает много учеников. Так он прошел все 6 школ. После регистрации он вышел, и его окружили рыжий парень и сине-зеленые девушки. Они начали спорить, что Эрл будет учиться в их школе, потому что он был на их экзамене. Но Эрл шокировал их, сказав, что прошел все 6 экзаменов и теперь будет изучать все магические способности.